Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой. И это канал о вязании. Сегодня я к вам с роскошным стильным джемпером, который связан с цельновязанными рукавами из модного европейского интернет-магазина. Это фабричная вещь, но мы его можем легко связать спицами. И этот проект, этот видеопроект я сегодня полностью посвящаю процессу вязания этого джемпера. Давайте посмотрим детально, сейчас проанализируем, как его вязать, кратко. Итак, давайте увеличиваем картиночку. Смотрите, у нас крупная вязка, что очевидно бросается в глаза. У нас коса и такие дырочки на фоне изнаночной глади. Вот, то есть ничего сложного нет. Схему я нарисовала. У нас совсем маленькая, ну тут, в общем-то, все одно и то же, в принципе. Девушка сидит у камина и, в общем-то, одинаково. Ну, тут она на нас смотрит. Давайте тоже на нее посмотрим. Красивая девушка в стильном джемпере. Так, знаете, прям атмосфера какая-то такой зимней сказки, да? То есть этот джемпер нарядный, я бы так его сказала. Он чудесный, белоснежный и нарядный джемпер, который носится вот так, видите, в стиле оверсайз он связан. Очень широкие рукава у него и свободный крой. Смотрите, здесь небольшая планка вот угадывается, да, я тоже ее вам буду сегодня в описании рекомендовать, всего 2 рядочка. И, в общем-то, дальше идет вот эти красивые косы в сочетании с ажуром на фоне изнаночной глади. Вырез горловины вообще можно, в принципе, очень неглубокий, можно вообще его не делать, связать вырез, сделать вырез лодочкой, но в своем описании будет небольшой вырез использоваться. Обвязка потом идет крючком. Я все это пишу в описании. Мы вообще более детально обо всем этом будем говорить в описании, после того, как свяжем образец, и уже у нас с вами будет определена плотность. Там у нас будет расчетная часть, и я буду говорить, как расположить раппорты узора на тот или иной размер. Мы будем сегодня с вами, девочки, рассматривать размер 42, 44, 46 и 48, 50. Вот таким образом сегодня у нас будет построение нашего видеопроекта. Будет составлено текстовое описание, которое я всегда выкладываю под видео для вашего удобства. И вот теперь спинка у нас с вами. Смотрите, вот такая вот, знаете, дизайнерская фантазия. Коса идет не до конца, а вот здесь обрывается, да. Ну что ж, в принципе, интересная задумка. Очень крупная вязка. Я тоже сегодня беру крупную толстую пряжу. Мне кажется, даже я тоньше выбрала, чем здесь в оригинале. Ну, хотя тоже толстая у меня, да. И, в общем-то, здесь, вот смотрите, как низ оформлен. Как я и сказала, всего лишь 2 рядочка резинкой идет фабричный край, я так понимаю. Ну, конечно же, фабричная вещь, связанная на фабрике, да, на машине. Здесь вот дырочек нету, а я дырочки вам рекомендую. То есть у нас здесь будет с вами раппорты использоваться, понятие раппортов. Вы можете в точности повторить оригинал, но здесь может плотность не совпасть, множество других нюансов может быть. Поэтому мой видеопроект – это лишь рекомендательное, как говорится, носит рекомендательный характер. Проявляйте, девочки, фантазию и фантазируйте, делайте так, как вам хочется. В данной модели это только идея, да, идея, которую я попыталась воплотить, скажем так, в ее физическую оболочку, да, то есть в виде вот такого расчета и проекта. Ну а теперь давайте более детально с вами обратимся к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться,
На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания я выбрала пряжу Alize Lana Gold Classic. Это турецкая пряжа, очень хорошего качества, в 100 грамм 240 метров, то есть она такая толстенькая у нас. И состав у нее полушерстяной, 51% акрил и 49% шерсть. Цвет у нас белый используется. Ниточка у нас отлично скручена. Очень удобно из нее вязать. Она не слоится, ничего с ней нет. В меру пушистенькая. Слегка, вот видите, да? И, в общем-то, вот так спицы я использую 4,5. Здесь, наверное, плохо видно. И вот такой у нас получается с вами узор. Крупной вязкой связан. Вы видите, спицы мы большие взяли. И узор у нас шикарный. Получаются косы с такими красивыми дорожками ажурными между нашими жгутами. Ну, в аранском вязании это жгуты называется. Шикарнейший получается узор. Очень красивый. Вертикальный такой узор. И смотрится очень красиво. Очень красиво. Вызывает, ну, как бы, знаете, привлекает внимание. Уж вы точно не останетесь без внимания, если будете в джемпере такого красивого. И, во-первых, он белоснежный, а во-вторых, он такой необычный, косы в ажуре, да. Итак, девочки, давайте сейчас с вами посмотрим схему узора. Вот такую схему я нарисовала, девочки. У нас раппорт составляет 11 петель. И сразу говорю, у косы свой раппорт в высоту, у нашей изнаночной вот этой части будет свой. И я сейчас немножечко про условное обозначение. У нас с вами коса на 8 петлях. Это вот эти пустые квадратики, это у нас лицевая петля. Итак, у нас у косы 6 рядов в высоту и 8 петель в ширину составляет узор. У изнаночной вот этой вот части узора 3 петли всего и вяжется следующим образом. Черточка, вот эта горизонтальная черточка, это изнаночная. Кружочек – это накид. Вот этот треугольничек с черточкой внутри – это 2 вместе изнаночной петлей. Вот. И здесь также все то же самое, только в обратной последовательности, видите, чтобы у нас вот эти вот ажуры получались немножечко скошенные. В этом вся изюминка. А так все, в принципе, легко. Вот в этом узоре на 3 петлях раппорт составляет в высоту 4 ряда, в косе, повторюсь, 6 рядов. То есть они не согласуются с друг другом, вяжутся отдельно, но в целом я буду считать раппортом по ширине, чтобы нам потом узоры правильно, хорошо расположить, чтобы мы имели понятие, как их анализировать. Это 11 петель в сумме составляет раппорт этого узора. А еще раз повторюсь, высоту у них разная высота. У косы 6 рядов, у изнаночного вот этого узора 4 ряда высота. И вот такое описание я составляю, девочки, и выкладываю его под видео всегда. Размеры я уже называла: 42, 44, 46, 48, 50 мы используем. Вот. И вот таким образом начинаем вязать. Более детально мы с вами вместе с выкройкой, которую я рисую от руки, поэтому сейчас не показала вам, как она выглядит. У меня нет такой заготовки, такой выкройки. Это нестандартный, так скажем, подход у нас сегодня будет. Нестандартная сегодняшняя модель с цельновязанными рукавами. Поэтому
я все рисую на бумаге. Вручную вам покажу, как все вязать, и там более детально мы это все нарисуем схематично. И здесь вы прочитаете самостоятельно. Здесь я постаралась вам подробно последовательность ваших действий выполнить, как вяжется. Но вообще, видите, очень мало занимает описание. Там все очень просто вяжется, несложно вяжется. И узор сам по себе несложный. Мы его сегодня с вами свяжем, и вы в этом убедитесь. А сейчас давайте приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 38 петель и, в общем-то, сделала несколько рядов. Я просто без узора вязала, как скажем, вспомогательные ряды, девочки. 3 началось у меня 3 изнаночные, 8 лицевых, 3 изнаночные, 8 лицевых, 3 изнаночные, 8 лицевых и 3 изнаночные. Вот таким образом я связала 4 ряда и только после этого приступила к вязанию узора. У нас коса и дырочки на 3 петлях изнаночных вяжутся. Вот и все. Коса 8 петель, дырочки 3, раппорт составляет 11 петель. И 3 петли у нас для симметрии, вот эти 3 изнаночные, я их добавила перед нашим полотном вязаным как раз. И давайте с вами приступим к вязанию первого ряда нашей косы. Ну и, в общем-то, вот в этих 3 петлях изнаночных, которые мы будем дырочки делать, да, там вообще не имеет смысла, откуда вы что начнете. Вот в этих дырочках у нас будет раппорт составлять 4 ряда в высоту. Показываю первый ряд узора. В дырочках, смотрите, в дырочках вяжем первая изнаночная, делаем накид, 2 вместе, 1 изнаночной. Это были петли, 3 петли для симметрии. В косе вяжем в первом ряду все петли, все 8 петель лицевые. В дырочке опять повторяем изнаночная, накид, 2 вместе изнаночные. В косе 8 лицевых. В дырочке повторяем изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной. В косе 8 лицевых. И снова дырочка, изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной и кромочная изнаночная. Все. Переворачиваем на второй ряд. Во втором ряду вяжем следующим образом. Там, где у нас с вами 3 изнаночные, мы вяжем 3 лицевые вместе с накидом. Накид тоже лицевой провязывается. Там, где коса, 8 изнаночных. Понятно, да? Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. В косе 8 изнаночных. Вяжем самостоятельно. Так вяжутся у нас все изнаночные ряды. У нас с вами 3-й ряд вязания. И здесь, в общем-то, у нас в косе будут перекрещивания, девочки. Я хотела бы вам показать, как их можно сделать. Либо как я вяжу, да, как я привыкла, либо с помощью вот такой дополнительной спицы косы вяжутся. Давайте первый раз я вам покажу с помощью дополнительной спицы, а потом покажу, как это делаю я. И вы, может быть, сами примете решение, как вам удобнее. Итак, ну, в нашей с вами, в узоре на 3 изнаночных сейчас будет вязаться наоборот. То есть, смотрите, 2 вместе изнаночные мы начинаем с этого. Затем делаем накид и заканчиваем изнаночной.
То есть это у нас получается третий ряд вот этого раппорта на трех петлях, да? В косе перекрещивания будут 8 петель налево. Снимаем первые 4 петли и оставляем их перед работой на дополнительной спице, они у меня. Следующие 4 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. А затем петли с дополнительной спицы переснимаем на левую спицу, очень быстро и легко. И тоже их вяжем лицевыми. 1, 2, 3 и 4. Итак, вот мы с вами сделали перекрещивание 8 петель налево. Далее вяжем снова 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная. А вот теперь я хочу показать перекрещивание со следующей косе на 8 петлях, как это делаю я. Я все 8 петель снимаю на правую спицу. Первые 4 петли у меня будут перед работой, следующие 4 я высвободила за работой. Вот они свободно, ничего с ними не случится, не бойтесь, что они соскочат куда-то там и спустятся. Аккуратно я их возвращаю с помощью правой спицы на левую. Все. И все 8 я вяжу лицевыми. То есть такой вариант тоже приемлемый. При определенных практических, так скажем, занятиях вы это сможете делать, перекрещивание, без вот этой дополнительной спицы. Итак, перекрестили вот моим способом, да? Далее опять вяжем 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная, и следующую косицу перекрещиваем также 8 петель налево. Я своим способом сняла 8 петель, первые 4 перед работой, следующие вот я их высвободила, они там вот видите за работой, и сзади аккуратненько я их правой спицей подхватила, на левую вернула. Все. И все 8 вяжем лицевыми. Отлично. Остались у нас 3 изнаночные, да, вяжем 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Так, ну четный ряд я вам уже показывала. 4-й ряд вяжем самостоятельно, он такой же, как и 2-й. 5-й ряд нашего узора такой же он, в принципе, как и 1-й был. В наших петлях, 3 петлях изнаночных, повтор идет с 1-го ряда. То есть мы с вами 4 раппорта, 4 петли, 4 ряда раппорт связали полностью, да? И опять с 1-го ряда у нас идет 1-я изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной. Так, в косе 8 лицевых. Здесь опять изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной. 8 лицевых. Далее изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее опять изнаночная, накид, 2 вместе, 1 изнаночной. Кромочная, изнаночная. Все. Вот, связали. И смотрите, что у нас дальше будет. А дальше у нас идет с вами 6-й ряд изнаночный, и раппорт узора в косе повторяется. То есть здесь не согласуются наши вот эти вот петельки, да, то есть высота раппортов у узоров разные. В косе свое, а в
косе свое, а в изнаночных вот в этих дырочках свое. Вот такие получаются косы на фоне вот таких красивых ажурных отверстий, ну, дырочек, я бы их так назвала. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку и посчитать плотность для дальнейших расчетов. Это нужно. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем, он у нас во влажном состоянии очень хорошо тянется в разные стороны. Аккуратно растягиваем его вправо, влево, вверх, вниз. Он распрямляется. Ни в коем случае, девочки, не утюжьте косы. Они должны быть рельефными. Вот здесь я краешки сейчас обращаю внимание, их надо выпрямить. Так, все, распрямили. Давайте пусть посохнет наша красота. Для того, чтобы рассчитать плотность, берем обычную линейку. Наш образец, после того, как он высох, вот так естественно его надо стряхнуть и уложить на ровную поверхность. Ничего искусственно вытягивать не нужно. Вот он у нас лежит, мы берем линейку, прикладываем эту линеечку к ширине, ширину будем измерять. Итак, у меня получается, девочки, 19 сантиметров, ширина 19. И у нас с вами участвовало 38 петель, да? Делим на 19 сантиметров, будет ровно 2 число. Давайте запишем, что в 1 сантиметре у нас 2 петли. Второй размер – это вертикальная плотность. Мы будем мерить длину образца. Берем линейку и также меряем длину образца. 15 сантиметров. Считаем, сколько рядов в образце. Так, девочки, я насчитала у себя здесь 31 ряд. Я не довязала один ряд раппорта до окончания раппорта, вот, то есть изнаночный, 6-й ряд. И здесь у меня 2 было вспомогательных ряда, и потом только я начала вязать раппорт узора с 1-го ряда. Вот, и поэтому у меня сейчас здесь получается 31 ряд и 15 сантиметров. 31 разделить на 15, плотность вот такая, 2 целых. Ну, то есть у нас квадрат, собственно, получается в 1 сантиметре 2 ряда ровно. Вот такая вот у нас с вами получилась арифметика. Сейчас мы будем с вами на основе вот этой арифметики составлять описание. Смотрим выкройку. Так, для расчетов я нарисовала вот такую выкройку. У нас будет с вами, ну, такой вид сегодня использоваться модели типа кимоно, да? То есть мы с вами будем делать спинку и перед, они у нас одинаково абсолютно. Вязать начинаем направление вязания снизу вверх. Швы у нас будут с вами вот здесь по плечам, рукавам, да? И швы боковые вот здесь будут. Значит, начинаем мы вязать с небольшой планки. 2 ряда всего у нас резиночкой 1 на 1. Наборный ряд можете сделать любой, какой вам нравится, фабричный или обычный. Это по желанию. Далее переходите на узор, девочки, и смотрите, давайте сразу сейчас начинаем с вами вводить понятие, сколько сантиметров у нас приходится на ширину вот нашего полотна с начала вязания по размерам. Ширина спинки переда, да? Значит, для 42 размера при ширине спинки переда 49 сантиметров я при нашей плотности, вот этой плотности в 1 сантиметре, да, помните, 2 петли, то есть я вот этот показатель умножаю на 2.
И у меня получилось вот 97 петель, должно быть нечетное число. Там получается 98, но 97 я беру. Так, и распределяем сразу петли. Как они у нас располагаются? Они же должны быть симметрично. У меня получается 8 раппортов по 11 петель. То есть это 88, да, уже. Плюс 3 петли для симметрии, как мы и вязали с вами в самом начале полотна. И надо еще 4 петли как-то задействовать, лицевые. Я, значит, добавила 2 лицевые справа, 2 лицевые слева, ну и кромочные, соответственно. И вот и получилось 97 петель. Давайте еще раз посчитаем. 88 – это 8 раппортов, плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные. 93 петли, плюс 4 лицевые, то есть по 2 лицевые с двух сторон. Получается 97 петель. Я нарисовала, как это выглядит схематично. Теперь для второго размера, девочки, значит 44-46 размер, 52 сантиметра ширина спинки переда, 104 петли в петельном эквиваленте это выглядит, и это 9 раппортов, 3 петли для симметрии, 2 кромочные. Вот схематично я нарисовала эти 104 петли. 9 раппортов по 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Начинаем мы с кромочной, 3 изнаночные для симметрии и далее 9 раппортов. Тут у нас все четко уместилось, без всяких дополнительных лицевых. Кромочные заканчиваем. Для третьего размера 48-50 я взяла 56 сантиметров ширину спинки переда, умножила на 2, это 112 петель, и распределила узоры таким образом: 9 раппортов, 3 петли для симметрии, 2 кромочные и 8 лицевых у меня. С двух сторон я сделала по 4 лицевые. То есть вот и к этому нашему с вами идеальному варианту второго размера 104 петли я добавила симметрично 4 лицевые справа, 4 лицевые слева. Получилось 112 петель. То есть 8 петель мы добавили к 104. Да, понятно? Получилось 112. Вот такой расклад. Вяжем с вами все это дело до высоты 30 сантиметров. На высоту 30 сантиметров вот таким узором. И затем очень быстро с двух сторон одновременно делаем прибавки. Скоса здесь никакого нет. По прямой делаем прибавки в одном ряду. Сейчас я покажу, как часто возникает вопрос у девочек, как сделать эту прибавки. Сейчас покажу, как я это вам могу порекомендовать. Так, девочки, сейчас я вам показываю, как я набираю петли. Есть простой способ и есть способ правильный. Правильный способ — это вот так. Как мы с вами делаем наборный ряд, да, обычный. Вот таким образом располагаем петли и делаем до набор, скажем так. Раз, одну петлю до набор, да. Вторую петлю до набор. И вот таким образом вы здесь набираете нужное количество петель. Сильно не затягивайте прибавленные петли вот сюда по спице. Видите, вот петли у нас прибавляются, добираемые, так как называется, да. Еще раз показываю медленно. Ну, как обычно, мы держим с вами ниточку, да, и вот тогда, ну, набираем петельку, поднимаем, как обычный набор. Второй способ простой, но неправильный. Смотрите, просто вот так накидываются петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Когда вы перевернете на следующий ряд, да, на изнаночный, сложно вам будет это все дело, но возможно провязывать, да. Получается вот такие вот провязанные, скрещенные. То есть вот таким еще образом у вас может добираться петли. Он якобы простой в наборе, да, но потом тяжело будет вывязывать здесь с изнаночной стороны, когда пойдете. Будет не просто это все дело. Вот так вот оно все плотно привязано сюда, да. Будет, ну, в принципе, возможен вариант, ничего страшного. Так что имейте в виду, это вот так делается. И у нас с вами на все размеры я сделала 7 раппортов добрать по 11 петель.
То есть 77 петель сюда добираем, 77 петель сюда добираем. Сразу ввожу понятие вертикальная плотность. 30 сантиметров, про которые я вам сказала, на все размеры, это будет 60 рядов. То есть 30 умножить на 2 это плотность по вертикали. И мы получаем 60 рядов. Считайте ряды, когда будете вязать. У вас это получается 10 раппортов, потому что у вас это раппорт равен 10, раппорт равен 6 рядам, да, то есть 10 раппортов. И смотрите, что дальше делаем. После того, как вы добрали эти петли, я здесь вот не написала, как общее количество у вас на спицах будет. Ну, много будет петель, да? То есть 77 плюс 77. И вот эти еще петли по размерам добавляются, да? Длина здесь будет приблизительно рукава от выреза горловины. Если мы будем считать вырез горловины 20 сантиметров, на все размеры я сделала 40 петель, девочки, на все размеры. Так же, как и длину вот этого рукава, 77 петель, очень легко определить, если вам интересно, какая эта длина будет. То есть 77 это получается 3/4 рукав, мы разделим на 2 плотность, получается 38,5 сантиметров. Ну так оно как-то и есть, да? Вот такая длина. Если 3/4 вам недостаточно, вы хотите более длинный рукав, можно добавить 88. То есть получается 8 раппортов, да? Разделить на 2 будет 44 петли, 44 сантиметра у вас добавится в рукаве. То есть понятно. Желательно все это делать все-таки, чтобы не запутаться, целыми раппортами. И по логике вещей вы здесь делаете уже замещение петель. Вот, например, для первого размера у вас тут вот 2 лицевые идут, да? Не обращая на них внимания, когда вы набрали петли вот по 77 тут и 77 тут, да, дополнительно, вот эти 2 лицевые, все, они уже нас не интересуют, они у вас смещаются на 7 раппортов сюда. То есть здесь у вас идут по логике вещей раппорты, то есть вот перед 3 изнаночными у вас должны быть 8 лицевых нашей косы, потом опять 3 изнаночные, и так 7 раз подряд, и все закончится 2 лицевыми. То есть она переходит, это лицевые петли, это лицевая гладь переходит сюда, на край. И здесь также на край по 2 петли, да, понимаете, по 2 петли вот этих перешли на край. А здесь все идет четко, как у нас должно идти, следовать друг за другом раппорты. Понимаете, да? Вот. И тоже касается 3-го размера. Для 2-го это ничего не страшно. 77 и отлично, да? А вот для 3-го размера здесь у нас по 4 лицевые. Эти 4 лицевые также смещаются сюда на край. А здесь добавляются 7 раппортов по логике вещей. Понятно, да? Отлично. Так, как вывязать вырез горловины? У нас единый будет, что по переду, что по спинке. Вообще я хотела вначале сделать вырез лодочкой, то есть просто вот так, да? Вообще просто щель, скажем так, не вывязывать вот эти углубления. Но потом я все-таки решила это углубление сделать. 2 сантиметра небольшое углубление у нас будет везде по переду и по спинке. Можете эту величину для себя увеличить или вообще убрать, как я говорю, лодочку, проявить свою фантазию, свое изобретательство. Думайте сами, девочки. Длину я сделала 25 сантиметров также на все, вернее ширину рукава, да, на все размеры сделала 25, то есть это 50 рядов, 25 умножить на 2 это вертикальная плотность у нас, и получается 50 рядов. Обязательно соблюдайте рядность, не надо ничего измерять сантиметрами, обязательно соблюдайте при вязании расчет рядов, чтобы после стирки изделие не вытянулось, не стало бесформенным, пожалуйста. Я вас очень прошу, не игнорируйте понятие применения вертикальной плотности. Ну, в общем, описание я выложу под видео в виде текста, поэтому все, что я здесь вам сейчас рассказала, изобразила,
там будет более доступно, последовательно изложено, да. Я вам просто хотела пояснить, как мы располагаем эти петли, да, схематично разрисовать вам и объяснить то, что не может объяснить бумага своим простым человеческим языком, девочки. Я надеюсь, что все понятно, и вы свяжете эту красоту без всяких проблем. До новых встреч и желаю вам удачи!